Урок 1. Радость музыки. Привет, Анна. Есть ли у тебя хобби, которое тебе нравится? Привет, Джон. Да, я люблю играть на музыкальных инструментах. Это отличный способ выразить себя. Звучит весело. Можете ли вы сыграть какие-нибудь песни на гитаре? Да, я могу сыграть несколько песен. Всегда интересно узнавать новые мелодии. Это впечатляет. Я всегда хотел научиться играть на музыкальном инструменте. Тебе стоит попробовать. Игра на музыкальном инструменте может стать полезным и приносящим удовлетворение опытом. Я немного напуган. Я не уверен, есть ли у меня к этому талант. Не беспокойся о таланте. При наличии практики и усердия каждый может научиться играть на музыкальном инструменте. Приятно это слышать. Возможно, я попробую и начну с гитары. Это отличный выбор. Гитара универсальна и популярна. Существует множество ресурсов, которые помогут вам учиться. Где ты обычно находишь ресурсы для изучения новых песен? Я часто ищу в интернете уроки игры на гитаре и таблицы аккордов. Есть множество сайтов и видеоуроков. Это удобно. Я обязательно изучу эти ресурсы, когда начну учиться. Также полезно найти учителя или записаться на занятия по музыке, если вы предпочитаете более структурированный подход. Это хороший момент. Под руководством опытного инструктора процесс обучения может ускориться. Абсолютно. Они могут предоставить ценную обратную связь и помочь вам разработать правильные методы. Какие песни тебе больше всего нравится играть на гитаре? Мне нравится играть самые разные песни, от классического рока до современной поп-музыки. Зависит от моего настроения. Это здорово. Должно быть весело играть в разных жанрах и стилях. Это так. Игра на гитаре позволяет мне исследовать разные музыкальные жанры и расширять свой репертуар. Я могу себе представить, какое это удовольствие играть свои любимые песни. Это действительно так. Музыка способна приносить радость и объединять людей. Это правда. Удивительно, как музыка может вызывать эмоции и создавать чувство единения. Определенно. Игра на музыкальном инструменте также дает творческий выход и средства самовыражения. Я очень рад начать свое музыкальное путешествие. Спасибо, что вдохновила меня, Анна. Пожалуйста, Джон. Я рад, что смог вас подбодрить. Помните, самое главное — получать удовольствие и получать удовольствие от процесса. Я буду иметь это в виду. Вот и откройте для себя радость музыки. Урок 2. Основы путешествия. Привет, Анна. Ты когда-нибудь путешествовала в другую страну? Привет, Джон. Да, мне посчастливилось побывать в нескольких странах. Это всегда захватывающий опыт. Это звучит потрясающе. Скоро планирую свою первую международную поездку. Есть ли у вас какие-нибудь советы путешественникам? Абсолютно. Одна из важнейших вещей, которую вам следует взять с собой,
Это универсальный дорожный адаптер для вашей электроники. Это отличное предложение. Я бы не хотел, чтобы меня поймали без возможности заряжать свои устройства. Точно. В разных странах используются разные типы электрических розеток, поэтому универсальный адаптер обеспечивает совместимость. Есть ли какие-то особенности, на которые мне следует обратить внимание при покупке дорожного адаптера? Важно выбрать адаптер, соответствующий напряжению страны, которую вы посещаете. Приятно это знать. Я бы не хотел повредить свои устройства, используя неправильное напряжение. Некоторые адаптеры также имеют USB-порты, которые удобны для зарядки смартфонов и других устройств. Это полезная функция. Это избавляет от необходимости носить с собой несколько зарядных устройств. Еще один совет – проверьте, есть ли в адаптере защита от перенапряжения. Это помогает защитить вашу электронику от скачков напряжения. Это ценная особенность. Я хочу защитить свои устройства от любых потенциальных проблем с электричеством. Определенно. Когда дело касается вашей электроники, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Где я могу найти универсальный адаптер для путешествий? Легко ли они доступны? Вы можете найти их в большинстве туристических магазинов, магазинов электроники или даже в интернете. Они довольно распространены. Это удобно. Я обязательно приобрету его перед поездкой. Это разумная инвестиция для любого путешественника. Это гарантирует, что вы сможете использовать свои устройства, где бы вы ни находились. Помимо дорожного адаптера, какие еще важные вещи мне следует взять с собой? Не забудьте взять с собой качественную дорожную подушку для длительных перелетов или поездок на автобусе. Это отличная идея. Комфорт важен, особенно во время длительных поездок. Также полезно иметь портативное зарядное устройство или блок питания, чтобы ваши устройства заряжались в дороге. Это необходимая вещь. Я полагаюсь на свои устройства для навигации и поддержания связи. Наконец, упаковочные кубики помогут сохранить порядок в ваших вещах и сэкономить место в багаже. Это практический совет. Я хочу максимально эффективно использовать пространство в чемодане. Не забудьте взять с собой легкий багаж и взять с собой только самое необходимое. Это делает путешествие проще и приятнее. Спасибо за ценный совет, Анна. Теперь я чувствую себя более подготовленным к предстоящей поездке. Пожалуйста, Джон. Я рад, что смог помочь. Приятного вам путешествия и фантастического путешествия. Спасибо, Анна. Мне не терпится отправиться в это новое приключение. Урок 3. Приключения ждут. Привет, Анна. Я так рад поездке, которую планирую. Привет, Джон, я тоже. Куда ты думаешь пойти? Я всегда хотел посетить Юго-Восточную Азию. Культура и пейзажи очаровывают меня. Звучит потрясающе. Это будет веселое и приключенческое путешествие. Абсолютно. Мне не терпится исследовать новые места и попробовать разные блюда. Кстати, о еде, пробовали ли вы когда-нибудь тайскую кухню? Да, у меня есть. Вкус невероятный.
Я с нетерпением жду возможности насладиться настоящими тайскими блюдами. Тайская кухня известна своим балансом сладкого, кислого, соленого и острого вкуса. Это кулинарное приключение. Звучит восхитительно. Я уже представляю, какие аппетитные блюда мне предстоит попробовать. Не забудьте попробовать пад-тай, зеленый карри и клейкий рис с манго. Они необходимы. Принято к сведению. Я обязательно добавлю их в свой контрольный список для гурманов. Помимо еды, вы подумали о том, чем хотите заняться в поездке. Мне интересно исследовать природу, поэтому я планирую ходить в походы и посещать национальные парки. Это звучит как отличная идея. Юго-Восточная Азия известна своей захватывающей дух природной красотой. Еще я слышал о потрясающих пляжах. Я определенно хочу провести некоторое время, отдыхая на берегу океана. Это идеальный способ расслабиться и насладиться тропическим раем. Я также подумываю о посещении исторических мест и погружении в местную культуру. Это фантастический план. В Юго-Восточной Азии можно открыть для себя так много истории и яркой культуры. Я очень рад возможности познакомиться с новыми людьми и узнать об их образе жизни. Общение с местными жителями– отличный способ получить информацию и получить незабываемые впечатления. Абсолютно. Я считаю, что путешествие– это не только пункты назначения, но и связи, которые мы устанавливаем. Хорошо сказано, Джон. Именно эти связи и опыт делают наши путешествия по-настоящему особенными. Я не могу не согласиться, Анна. Эта поездка станет приключением на всю жизнь. Я очень рада за тебя, Джон. Желаю вам незабываемого путешествия, наполненного новыми открытиями. Спасибо, Анна. Когда вернусь, я обязательно поделюсь всеми захватывающими историями и впечатлениями. Мне не терпится услышать все об этом, Джон. Приятного путешествия и незабываемого времени. Спасибо, Анна. Увидимся, когда вернусь. Урок 4. Принятие природы. Привет, Анна. Тебе в последнее время нравится отличная погода. Привет, Джон. Да, я воспользовалась солнечными днями. Он идеально подходит для активного отдыха.
Определенно. Кстати, о соусах вы когда-нибудь пробовали сальсу? Это острый томатный соус. Да, у меня есть. Сальса придает пикантность любому блюду. Мне нравятся мягкие варианты, но некоторые предпочитают более острые. Это правда. Мексиканская кухня предлагает широкий спектр специй на любой вкус. А как насчет энчиладос? Были ли они у вас раньше? Да. Энчилада очень вкусная. Это лепешки с начинкой, покрытые соусом и плавленым сыром. Это звучит потрясающе. Мне придется их когда-нибудь попробовать. И не забудь про чили релинос. Это фаршированный перец, который обычно подают с томатным соусом. Я еще не пробовал чили релинос, но они кажутся вкусными. Я обязательно попробую. Еще одно популярное блюдо чуррос. Это жареные пирожки из теста, покрытые сахаром с корицей. Ах, да. Чуррос — это сладкое лакомство, перед которым я никогда не смогу устоять. Они идеально сочетаются с чашкой горячего шоколада. Абсолютно. В мексиканской кухне найдется что-то, что удовлетворит вкус каждого, независимо от того, предпочитаете ли вы острое или сладкое. Вот что мне в этом нравится. Разнообразие и смелые вкусы делают его таким приятным. Точно. Изучение различных кухонь позволяет нам расширить наш кулинарный кругозор. Я не могу не согласиться, Анна. Пробовать новые продукты — это само по себе приключение. Конечно, это так. Итак, в следующий раз, когда вам захочется разнообразия вкусов, попробуйте мексиканскую кухню. Я обязательно это сделаю. Спасибо, что поделились своей любовью к мексиканской еде, Анна. Пожалуйста, Джон. Наслаждайтесь кулинарными исследованиями и расскажите мне о своих любимых блюдах. Сделаю, Анна. Я обязательно буду держать вас в курсе. Урок 6. Белковые электростанции. Привет, Анна. Знаешь ли ты какие-нибудь доступные источники белка, кроме мяса? Привет, Джон. Да, есть множество растительных продуктов, которые одновременно питательны и недорогие. Приятно это слышать. Не могли бы вы привести мне несколько примеров? Конечно. Бобовые, такие как фасоль, чечевица и нут, являются отличными источниками белка. Я слышал о бобовых, но не знал, что в них много белка. Спасибо, что поделился. Пожалуйста. Еще одним источником растительного белка является тофу, который изготавливают из соевых бобов. Ах, да. Я видела тофу в продуктовом магазине, но никогда его не пробовала. Легко ли готовить? Абсолютно. Тофу универсален, и его можно использовать в различных блюдах, от жаркого до салатов. Я попробую. А как насчет орехов и семян? Являются ли они хорошими источниками белка? Да, орехи и семена не только богаты белком, но также содержат полезные жиры и другие питательные вещества. Приятно это знать. Я люблю перекусывать миндалем и семечками, так что это беспроигрышный вариант. Определенно.
Вы также можете рассмотреть возможность включения киноа в свой рацион. Это зерно с высоким содержанием белка. Кино звучит интересно. Я поищу его, когда в следующий раз пойду за продуктами. Отличная идея. И не забудьте про яйца. Они являются доступным и универсальным источником белка. Я люблю яйца на завтрак, но приятно знать, что они также являются отличным вариантом белка. Абсолютно. А если вы готовы попробовать что-то новое, темпе– еще один источник белка растительного происхождения. Темпе? Я не слышал об этом раньше. Что это такое? Темпе– это продукт из ферментированных соевых бобов с ореховым вкусом. Его часто используют в вегетарианских и веганских рецептах. Это звучит интригующе. Я всегда готов пробовать новые блюда, поэтому слежу за темпе. В этом дух, Джон. Изучение различных источников белка помогает нам разнообразить наш рацион и удовлетворить наши потребности в питании. Я полностью согласен, Анна. Для общего здоровья важно иметь сбалансированную и разнообразную диету. Абсолютно. А добавление различных источников белка может быть одновременно вкусным и экономически выгодным. Я очень рад включить в свой рацион больше белков растительного происхождения. Спасибо за ценную информацию, Анна. Пожалуйста, Джон. Я рад, что смог помочь. Наслаждайтесь исследованием мира доступных источников белка. Я сделаю это, Анна. Еще раз спасибо, и я скоро свяжусь с вами. Урок 7. Привлечение читателей. Привет, Анна. Я пытаюсь улучшить свои писательские навыки. Есть ли у вас какие-либо советы по привлечению читателей? Привет, Джон, конечно. Один из эффективных способов– задавать вопросы и поощрять взаимодействие с читателем. Это отличная идея. Задавая вопросы, читатели могут почувствовать себя более вовлеченными в содержание. Точно. Это помогает создать ощущение разговора и делает письмо более интерактивным. Есть ли какие-нибудь другие методы, которые могут сделать мое письмо более увлекательным? Еще один метод– повествование. Людям нравятся истории, которые привлекают их внимание. Понятно. Итак, включая истории в свои произведения, я могу сделать их более интересными для читателей. Да, истории способны установить контакт с читателями на эмоциональном уровне и поддерживать их интерес. Это имеет смысл. Я обязательно постараюсь включить в свои произведения больше элементов повествования. Кроме того, использование описательного языка и ярких образов может оживить ваши слова. Ах, использование описательного языка может нарисовать картину в сознании читателя и сделать текст более привлекательным. Абсолютно. Это помогает читателям визуализировать контент и создает более захватывающий опыт. Я буду иметь это в виду. Есть ли какие-либо другие методы, о которых мне следует знать? Еще один эффективный способ привлечь читателей– предоставить ценную и практическую информацию. Итак, предлагая полезные советы и рекомендации, читатели могут извлечь пользу из содержания и найти его ценным. Да,
Когда читатели чувствуют, что они что-то получают от вашего письма, они с большей вероятностью продолжат интересоваться. Это отличный момент. Обеспечение ценности важно для того, чтобы читатели были заинтересованы и возвращались снова и снова. И, наконец, не забудьте использовать разговорный тон. Пишите так, как будто вы разговариваете с читателем. Понятно. Написание в разговорном стиле может сделать контент более понятным и доступным. Точно. Это помогает установить связь с читателем и поддерживает его интерес к тому, что вы хотите сказать. Это фантастические советы, Анна. Я с нетерпением жду возможности применить их и сделать свое письмо более интересным. Я рада, что они тебе пригодились, Джон. Я уверен, что использование этих техник улучшит ваши навыки письма. Большое спасибо, что поделились своими мыслями, Анна. Я ценю ваше руководство. Пожалуйста, Джон. Я всегда здесь, чтобы помочь. Удачи в писательских начинаниях. Я обязательно буду держать вас в курсе моих успехов. Еще раз спасибо, Анна. Урок 8. Перед покупкой. Привет, Анна. Я подумываю о покупке нового гаджета. Есть ли у вас какие-либо советы о том, как принять решение? Привет, Джон, конечно. Перед покупкой полезно учитывать несколько факторов. Что вы ищете в гаджете? Мне нужно что-то надежное и соответствующее моему бюджету. Есть какие-нибудь предложения о том, как определить надежность? Чтение отзывов покупателей может дать вам представление о надежности различных брендов и моделей. Это хорошая идея. Я прочитаю несколько обзоров, чтобы узнать, каковы впечатления других людей. Кроме того, сравнение характеристик и возможностей поможет выбрать гаджет, соответствующий вашим потребностям. Хорошо, я составлю список функций, которые считаю приоритетными, чтобы сузить выбор. Это разумный подход. Прежде чем совершить покупку, полезно иметь четкое представление о том, что вы ищете. Определенно. Я также считаю полезным попросить друзей или членов семьи дать рекомендации. Да, рекомендации из первых рук от людей, которым вы доверяете, могут дать ценную информацию. Я свяжусь с ними и посмотрю, есть ли у кого-нибудь предложения или опыт, которыми можно поделиться. Отличная идея, Джон. Прежде чем принять решение, всегда полезно собрать разные точки зрения. Еще я учитываю гарантию и послепродажную поддержку. Это дает мне душевное спокойствие. Абсолютно. Хорошая гарантия и надежная послепродажная поддержка могут избавить вас от головной боли в будущем. Прежде чем завершить покупку, я обязательно ознакомлюсь с условиями гарантии. Это мудро. Лучше получить информацию о гарантийном обслуживании и любых ограничениях. Наконец, мне нравится сравнивать цены в разных магазинах или онлайн-платформах, чтобы получить лучшие предложения. Сравнение цен необходимо, чтобы убедиться, что вы получаете гаджет по разумной и конкурентоспособной цене. Я присмотрюсь к ценам и сравню цены, чтобы убедиться, что я не переплачиваю. Звучит как план, Джон. Учет этих факторов должен помочь вам принять обоснованное решение.
Спасибо, Анна. Я ценю ваш совет. Теперь я чувствую себя более уверенно при совершении покупки. Пожалуйста, Джон. Я рад, что смог помочь. Надеюсь, вы найдете идеальный гаджет, отвечающий вашим потребностям. Я дам тебе знать, как все пройдет. Еще раз спасибо за ваше руководство, Анна. Урок 9. Организационные привычки. Привет, Анна. Мне сложно поддерживать чистоту в своем жилом помещении. Есть какие-нибудь советы, как оставаться организованным? Привет, Джон. Организация вашего пространства определенно облегчит поддержание чистоты. Вы пробовали расхламлять? Да, я начал наводить порядок, но это требует времени. Однако, когда вы организованы, вам становится легче поддерживать порядок. Абсолютно, Джон. Избавление от ненужных предметов может создать ощущение порядка и сделать уборку более управляемой. Мне сложно решить, что оставить, а что отпустить. Есть какие-нибудь предложения, как облегчить этот процесс? Один из полезных подходов — спросить себя, действительно ли тот или иной предмет полезен и приносит ли вам радость. Если нет, возможно, пришло время с ним расстаться. Это хороший момент. Я постараюсь быть более проницательным и хранить только те вещи, которые служат определенной цели или приносят мне счастье. Еще один совет — определите для предметов определенное место, чтобы у них было постоянное место жительства. Это помогает в организации. Понятно. Наличие определенных мест для вещей поможет предотвратить накопление беспорядка и облегчит уборку. Точно. Когда у всего есть свое место, после использования легче вернуть вещи на место. Я поработаю над созданием специально отведенных мест для своих вещей. Это должно помочь мне оставаться организованным в долгосрочной перспективе. Кроме того, соблюдение режима ежедневной уборки может облегчить поддержание чистоты. Как вы предлагаете мне создать управляемую и неутомляющую процедуру уборки? Для начала разбейте задачи на более мелкие, более выполнимые части. Распределите конкретные задачи на каждый день недели. Это кажется выполнимым. Распределив задачи по уборке на неделю, вы не будете чувствовать себя утомительной рутиной. Точно. Легче последовательно решать небольшие задачи, чем пытаться сделать все сразу. Я составлю график уборки и буду его придерживаться. Это должно помочь мне оставаться в курсе дел и поддерживать чистоту. Это отличный план, Джон. Последовательность является ключевым моментом, когда речь идет о поддержании организованного и чистого жилого пространства. Спасибо за совет, Анна. Я ценю ваши идеи о том, как оставаться организованным и поддерживать чистоту. Пожалуйста, Джон. Я рад, что смог помочь. Помните, что это процесс, поэтому будьте терпеливы к себе, развивая эти привычки. Я сделаю это, Анна. Терпение и последовательность будут моими руководящими принципами. Еще раз спасибо за ваше руководство. Урок 10. Английский в туристических зонах. Привет, Анна. Я планирую поездку в другую страну. Люди там говорят по-английски, особенно в туристических районах. Привет, Джон. Во многих странах люди в туристических зонах говорят по-английски, чтобы принять иностранных гостей.
Приятно это знать. Будет проще общаться и ориентироваться в туристических местах. Да, на английском часто говорят в отелях, ресторанах и популярных туристических достопримечательностях. Это облегчение. Я буду чувствовать себя более комфортно, зная, что могу общаться с местными жителями на английском языке. Тем не менее, из вежливости выучить несколько основных фраз на местном языке все равно полезно. Абсолютно. Это показывает уважение и признательность к местной культуре, если я могу сказать несколько слов на их языке. Выучить приветствие, спасибо и спросить дорогу– полезные фразы для начала. Я обязательно выучу эти фразы. Это сделает мое общение с местными жителями более приятным. Кроме того, для более сложных разговоров может пригодиться приложение для перевода или карманный словарь. Это отличное предложение. Я скачаю приложение «Переводчик», которое поможет мне преодолеть языковые барьеры. Просто помните, что не все в стране свободно говорят по-английски, особенно за пределами туристических зон. Я буду иметь это в виду и буду терпелив, если столкнусь с какими-либо трудностями в общении. Также полезно узнать о местных обычаях и этикете, чтобы избежать недоразумений. Понимание культурных норм обеспечит мне уважительное и положительное впечатление во время поездки. Абсолютно, Джон. Культурная чувствительность может улучшить ваш общий опыт путешествия. Прежде чем уйти, я проведу небольшое исследование обычаев и традиций страны. Это сделает меня более информированным путешественником. Это отличный подход, Джон. Это показывает ваше стремление учиться и взаимодействовать с местной культурой. Спасибо, Анна. Я ценю ваше руководство. Я воодушевлен поездкой и теперь чувствую себя более подготовленным. Пожалуйста, Джон. Я рад, что смог помочь. Надеюсь, вы прекрасно проведете время, исследуя страну. Я поделюсь с тобой своим опытом, когда вернусь. Еще раз спасибо за ценный совет, Анна. Урок 11. Соблюдение диетических ограничений. Привет, Анна. Мы планируем званый ужин, и один из наших гостей– вегетарианец. Существуют ли какие-либо диетические ограничения, которые нам следует учитывать? Привет, Джон. Важно учитывать различные диетические потребности. Задумывались ли вы о вегетарианских вариантах меню? Да, мы хотим, чтобы у наших гостей-вегетарианцев было много вкусных блюд. Есть ли у вас какие-либо предложения? В качестве основного блюда вы можете включить источники белка растительного происхождения, такие как тофу, темпи или бобовые. Это отличная идея. Я позабочусь о том, чтобы у меня был сытный и сытный вегетарианский протеиновый вариант. Также важно иметь разнообразные овощные гарниры, чтобы блюдо было полноценным. Я включу подборку красочных и ароматных овощных блюд, которые придутся по вкусу каждому. Еще одно соображение– избегать перекрестного заражения, используя отдельную посуду и посуду для вегетарианских блюд. Это хороший момент. Мы позаботимся о том, чтобы в посуде не смешивались вегетарианские и невегетарианские блюда.
Кроме того, помните о скрытых ингредиентах, таких как мясные бульоны или желатин, которые могут присутствовать в определенных продуктах. Я внимательно читаю этикетки с ингредиентами, чтобы убедиться, что в блюдах, которые мы подаем, нет продуктов животного происхождения. Также разумно предложить вариант вегетарианского десерта. Фруктовые десерты или пирожные без яиц – отличный выбор. Я позабочусь о том, чтобы в нашем ассортименте десертов было что-то, что понравится нашему гостю-вегетарианцу. Наконец, всегда полезно заранее поговорить с гостем, чтобы понять его конкретные диетические предпочтения или ограничения. Я свяжусь с нашим гостем-вегетарианцем, чтобы обсудить его предпочтения и убедиться, что мы удовлетворим его потребности. Это внимательный подход, Джон. Это показывает, что вы цените их диетические выборы и хотите, чтобы они чувствовали себя желанными гостями. Спасибо, Анна. Я считаю, что важно создать инклюзивный и приятный обед для всех наших гостей. Абсолютно, Джон. Приняв эти меры, каждый почувствует себя вовлеченным и окруженным заботой во время званого ужина. Я ценю твой совет, Анна. Это натолкнуло меня на несколько замечательных идей о том, как угодить нашему гостю-вегетарианцу. Пожалуйста, Джон. Я рад, что смог помочь. Я уверен, что ваш званый ужин пройдет успешно. Наслаждайтесь праздником. Еще раз спасибо, Анна. Ваше руководство неоценимо. Я обязательно реализую эти предложения. Заботиться. Урок 12. Ожидание и подготовка. Привет, Анна. Мне поручили новый проект на работе, и я чувствую себя немного перегруженным. Есть какие-нибудь советы, как управлять рабочей нагрузкой? Привет, Джон. Это нормально, чувствовать себя подавленным, начиная новый проект. Может помочь разбиение задачи на более мелкие. Это отличное предложение. Разделив проект на управляемые части, я могу выполнить каждую из них шаг за шагом. Еще один полезный подход – установить для себя реалистичные ожидания и сообщить о них своей команде. Я обязательно обсужу сроки и результаты проекта со своей командой, чтобы согласовать наши ожидания. Также важно попросить помощи или разъяснений, если вы не уверены в каком-либо аспекте проекта. Ты прав. Обращение за помощью в случае необходимости может предотвратить недопонимание и гарантировать, что все находятся на одной волне. Кроме того, составление рабочего графика или графика поможет вам оставаться организованным и эффективно соблюдать сроки. Я составлю график, в котором будут обозначены задачи и сроки. Это позволит мне сосредоточиться и быть ответственным. Не забывайте расставлять приоритеты своих задач в зависимости от их важности и срочности, чтобы эффективно управлять своим временем. Я определю критические задачи и соответствующим образом распределяю свое время, чтобы обеспечить достижение ключевых этапов проекта. Не забывайте делать перерывы и заботиться о себе, чтобы поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью на протяжении всего проекта. Это отличное напоминание, Анна. Забота о себе поможет мне оставаться энергичным и сосредоточиться на проекте. Наконец, не будьте слишком строги к себе. Ошибки и трудности являются частью процесса обучения. Ты абсолютно прав. Я воспринимаю любые неудачи как возможность расти и совершенствоваться в своей работе.
В этом дух, Джон. Подойдя к проекту с позитивным настроем, вы сможете более эффективно управлять им. Спасибо, Анна. Ваш совет дал мне более четкое представление о том, как справиться с этим новым проектом. Пожалуйста, Джон. Я рад, что смог помочь. Я верю в твои способности. Я знаю, у тебя все получится. Я ценю твою поддержку, Анна. Это многое значит для меня. Я буду держать вас в курсе моего прогресса. Заботиться. Урок 13. Недостающее удобство. Извините, но в моем гостиничном номере, похоже, отсутствуют некоторые удобства. Есть ли кто-нибудь, с кем я могу поговорить об этом? Привет. Мне жаль слышать это. Я могу помочь вам с любыми вопросами, касающимися вашей комнаты. Чего, кажется, не хватает? Ну, в ванной нет туалетных принадлежностей, а в шкафу я не нашел ни утюга, ни гладильной доски. Прошу прощения за неудобство, Джон. Я позабочусь о том, чтобы туалетные принадлежности и гладильные принадлежности были немедленно доставлены в ваш номер. Спасибо, Анна. Я ценю вашу оперативную помощь. Есть ли что-нибудь еще, о чем мне следует знать? Да, пожалуйста, дайте мне знать, если вам понадобится что-нибудь еще или у вас возникнут какие-либо другие проблемы во время вашего пребывания. Сделаю, Анна. Я рад знать, что могу рассчитывать на вашу помощь. Кстати, в номере есть мини-бар. Да, должен быть мини-бар с напитками и закусками. Есть ли что-то конкретное, что вы ищете? Я надеялся найти в мини-баре немного воды в бутылках. Для меня важно поддерживать водный баланс. Принято к сведению, Джон. Я также позабочусь о том, чтобы в вашем мини-баре было немного бесплатной воды в бутылках. Это было бы здорово, Анна. Спасибо за удовлетворение моей просьбы. Ваша внимательность впечатляет. С удовольствием, Джон. Обеспечение удовлетворенности наших гостей является нашим главным приоритетом. Могу ли я вам чем-нибудь еще помочь? На самом деле, еще одна вещь. В ванной не нашел фена. Есть ли свободный номер в номере? Прошу прощения за оплошность, Джон. Я немедленно организую доставку фена в ваш номер. Спасибо, Анна. Ваша быстрая реакция и готовность решить эти проблемы заслуживают похвалы. Всегда пожалуйста, Джон. Нам важно, чтобы ваше пребывание было комфортным и приятным. Есть ли еще что-нибудь? Нет, это должно покрыть это. Я ценю вашу помощь, Анна. Я чувствую себя уверенно, зная, что обо всем позаботятся. Я рада, что смогла помочь тебе, Джон. Если вам нужно что-то еще, не стесняйтесь обращаться. Наслаждайтесь отдыхом. Еще раз спасибо, Анна. Я обязательно свяжусь с вами, если что-нибудь еще появится. Удачного дня! Урок 14. Кулинарное приключение. Привет, Анна. В последнее время я экспериментирую с кулинарией и очень рад попробовать новое блюдо. А вы? Привет, Джон, это звучит захватывающе. Я люблю изучать новые рецепты. Какое блюдо вы решили приготовить?
Я решил приготовить классическую итальянскую пасту под названием спагетти карбонара. Вы когда-нибудь пробовали это? Да, у меня есть. Спагетти карбонара очень вкусное. Его готовят из яиц, сыра, панчетты и черного перца. Это кремовое наслаждение. Верно. Я с нетерпением жду сочетания сливочной текстуры и вкуса панчетты и сыра. Это фантастический выбор, Джон. Планируете ли вы приготовить соус самостоятельно или использовать покупной? Я предпочитаю готовить соус с нуля. Это позволяет мне контролировать ингредиенты и регулировать вкус по своему вкусу. Это отличный подход. Домашний соус всегда придает блюду особую нотку. Вы используете свежие или сушеные макароны? Для этого рецепта я буду использовать сушеные макароны. Он более доступен и хорошо сочетается с густым соусом. Звучит хорошо. Не забудьте варить макароны до состояния аль денте, чтобы они были слегка жгучими. Он идеально сочетается со сливочным соусом. Абсолютно, Анна. Паста аль денте необходима для идеальной карбонары. Я обязательно приготовлю его правильно. Планируете ли вы добавить какие-либо дополнительные ингредиенты, например, горошек или грибы, чтобы придать карбонаре уникальный вид? Я подумываю добавить немного жареных грибов, чтобы улучшить вкус. Это придаст блюду землистый оттенок. Это отличная идея, Джон. Грибы дополнят панчетту и придадут глубину общему вкусу. Я рад, что ты так думаешь, Анна. Я считаю, что сочетание вкусов создаст незабываемые впечатления от ужина. Я уверена, что так и будет, Джон. Кулинария — это эксперименты и поиск того, что лучше всего подойдет вашим вкусовым рецепторам. Ты абсолютно права, Анна. Пробовать новые рецепты и придавать им свою индивидуальность — это часть удовольствия от приготовления пищи. Я не могу не согласиться, Джон. Это творческий процесс, который позволяет нам исследовать различные вкусы и техники. Я с нетерпением жду возможности погрузиться в это кулинарное приключение и посмотреть, какими получатся мои спагетти карбонара. Пожелай мне удачи. Удачи, Джон! Я уверен, что ваше блюдо будет иметь успех. Наслаждайтесь процессом и наслаждайтесь каждым кусочком вкуса. Спасибо, Анна. Я позабочусь о том, чтобы получить удовольствие от путешествия и, конечно же, приберегу для вас тарелку на вкус. Следите за обновлениями. Мне не терпится попробовать твое творение, Джон. Я с нетерпением жду этого. Приятного аппетита! Спасибо, Анна. Я дам вам знать, как это получится. А пока удачной готовки и изучения новых рецептов. Урок 15. Планы путешествий. Привет, Анна. Я планирую свой следующий отпуск и изучаю разные направления. Есть ли у вас какие-либо предложения? Привет, Джон. Конечно. Я люблю путешествовать. Если вы любите природную красоту, я настоятельно рекомендую посетить Исландию. Это захватывает дух. Исландия звучит потрясающе. Я слышал о его потрясающих пейзажах и геотермальных чудесах. Безопасно ли туда путешествовать? Абсолютно, Джон.
Исландия известна своей безопасностью и дружелюбными местными жителями. Это популярное место среди туристов со всего мира. Приятно это слышать. Безопасность, безусловно, является главным приоритетом при выборе места путешествия. Какие мероприятия вы рекомендуете? Обязательно нужно исследовать знаменитое Золотое кольцо. Он включает в себя гейзеры, водопады и национальный парк Тингвеллер. Это звучит невероятно. Я люблю природу и приключения на свежем воздухе. Конечно, водная руна занимает первое место в моем списке. Водяная руна? А вы имеете в виду Голубую лагуну? Это геотермальный курорт с богатой минералами водой. Это уникальный и расслабляющий опыт. Да, Голубая лагуна. Извините за путаницу. Это одна из знаковых достопримечательностей, которые я всегда хотел посетить. Я не могу дождаться. Я понимаю почему, Джон. Голубая лагуна обязательно к посещению. Только не забудьте забронировать билеты заранее, так как оно довольно популярно. Принято к сведению, Анна. Я обязательно планирую заранее и гарантирую себе место. Похоже, в Исландии меня ждет фантастическое путешествие. Определенно так, Джон. Исландия предлагает захватывающий дух пейзажа, потрясающие водопады и возможность стать свидетелем северного сияния. Северное сияние. Для меня это еще один пункт списка желаний. Я всегда хотел увидеть эти яркие цвета, танцующие в небе. Исландия известна своим чистым небом и оптимальными условиями для наблюдения за северным сиянием. Это, конечно, впечатляющее зрелище. Я могу только представить, насколько это должно быть волшебно. Я обязательно проверю лучшее время для посещения, чтобы увеличить шансы стать их свидетелем. Это отличная идея, Джон. Когда дело доходит до северного сияния, важно выбрать время. Вы не захотите пропустить такую красоту. Абсолютно, Анна. Я хочу получить от поездки максимум удовольствия и оставить незабываемые воспоминания. Спасибо за все предложения. Пожалуйста, Джон. Я рад, что смог помочь. Я уверен, что вы проведете невероятное время в Исландии. Наслаждайтесь каждым моментом вашего приключения. Я сделаю это, Анна. Это звучит как сбывшаяся мечта. Мне не терпится исследовать чудеса природы Исландии и погрузиться в ее красоту. Это действительно замечательное место. Приятного путешествия, Джон, и не забудь запечатлеть эти захватывающие моменты на камеру. Спасибо, Анна. Я обязательно задокументирую свое путешествие и поделюсь красотой Исландии со всеми. Берегите себя и до скорой встречи. И ты тоже будь осторожен, Джон. Я буду с нетерпением ждать, чтобы услышать все о вашей поездке и увидеть ваши потрясающие фотографии. Счастливого пути! Еще раз спасибо, Анна. Я буду держать вас в курсе. А пока, приятного времяпрепровождения, и я скоро вас догоню. Урок 16. Синдром самозванца. Привет, Анна. В последнее время я много думаю о своих способностях. Иногда я сомневаюсь в себе, хотя многого добился. Вы когда-нибудь чувствовали себя так? Привет, Джон. Я полностью понимаю, через что ты проходишь. Часто возникают моменты неуверенности в себе, даже когда мы добились великих дел. Приятно осознавать, что я не одинок в таких чувствах.
Как вы справляетесь с такими моментами сомнений, Анна? Один из подходов — признать свои навыки и достижения. Напоминайте себе о тяжелой работе и усилиях, которые вы вложили в свои достижения. Это хороший момент, Анна. Признание моих достижений может помочь повысить мою уверенность в себе и заглушить неуверенность в себе. Абсолютно, Джон. Важно отдать себе должное за свои способности. Помните, вы заслужили успех благодаря своей преданности делу. Ты права, Анна. Мне нужно сосредоточиться на своих сильных сторонах и поверить в свои возможности. Но что, если другие узнают, что я не так опытен, как они думают? Джон, это обычное дело чувствовать себя самозванцем. Однако важно помнить, что у каждого есть свои неуверенность и трудности. Это правда, Анна. Мы часто сравниваем себя с другими, но важно понимать, что у каждого свой уникальный путь и область знаний. Точно, Джон. Вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, сосредоточьтесь на собственном росте и постоянном совершенствовании. Охватите процесс обучения. Я понимаю, что ты имеешь в виду, Анна. Участие в процессе обучения позволяет мне развивать свои навыки и преодолевать неуверенность в себе. Абсолютно, Джон. Не бойтесь искать новые вызовы и выходить из зоны комфорта. Вот где происходит настоящий рост. Я буду иметь это в виду, Анна. Выход из зоны комфорта может открыть новые возможности и помочь мне обрести уверенность в своих силах. В этом дух, Джон. Принимайте новые вызовы и верьте в свои возможности. У вас есть все, что нужно для достижения великих целей. Спасибо за поддержку, Анна. Приятно иметь кого-то, кто понимает и поддерживает меня в моменты неуверенности в себе. Пожалуйста, Джон. Помните, вы не одиноки в таких чувствах. У каждого из нас бывают моменты сомнений, но вместе мы можем их преодолеть. Я ценю твою поддержку, Анна. Давайте продолжим расти и учиться друг у друга. Вместе мы сможем победить любую неуверенность в себе, которая встречается на нашем пути. Абсолютно, Джон. Мы в этом вместе. Давайте продолжим двигаться вперед и использовать наш истинный потенциал. У нас есть это. Еще раз спасибо, Анна. Ваши слова очень много значат для меня. Давайте продолжим поддерживать и воодушевлять друг друга на нашем личном пути. Пожалуйста, Джон. Я всегда здесь, чтобы выслушать и поддержать. Вместе мы преодолеем любую возникающую неуверенность в себе. Продолжайте верить в себя. Я сделаю это, Анна. Спасибо за то, что ты невероятный друг и источник вдохновения. Давайте противостоять любой неуверенности в себе и преуспевать вместе. Абсолютно, Джон. У нас есть это. Давайте победим неуверенность в себе и продолжим достигать новых высот. За наш рост и успех. Привет, Анна. За наш рост, успех и преодоление синдрома самозванца. Светлое и уверенное будущее,